Сегодня поговорим о том вопросе, который всех занимает с начала войны, но стал особенно актуален в связи с выступлением британского министра обороны. Будет ли в России объявлена всеобщая мобилизация? Бен Уоллес, тот самый британский министр обороны, предположил, и здесь важно именно это слово, предположил, что Владимир Путин может на параде 9 мая объявить мировую войну нацизму с введением настоящего военного положения со всеобщей мобилизацией. Сразу надо сказать, что с подобной формой объявления мировой войны господин министр, скорее всего, заблуждается. Вероятно, как и многим другим европейским политикам, ему не дает покоя стилистика Третьего Рейха. Мы же с Путиным живем дольше и ни разу от него не слышали леденящих душу речей перед огромным строем солдат. Все самые ужасные вещи в нашей жизни бубнились себе под нос по бумажке от спичрайтера. Но, по сути, гипотеза британского министра обороны исходит из реального положения дел. У Владимира Путина, если мы оставим за скобками возможность применения ядерного оружия, есть лишь два выхода из текущей ситуации. Либо объявить мобилизацию, либо проиграть войну. Так было не всегда. Не всегда был выбор только из двух вариантов, но в этом отношении ситуация за последний месяц радикально изменилась. Еще несколько недель назад у российского руководства оставался третий вариант – вернуть войну в вялотекущий режим. Устроить второй дубль 14-15 годов, закрепиться на уже занятых территориях, присвоить им какой-нибудь неопределенный статус очередных непризнанных республик и вернуть войну в то состояние, в котором она шла 8 лет. Война как бы есть, но ее как бы и нет. Можно объявить своей победой новые линии соприкосновения войск, вернуть на место развлекательные шоу, а Соловьеву со Скобеевой разрешить наконец сходить в душ. Что у пропаганды действительно получается великолепно, это забвение. Ну, например, кто помнит ту грандиозную эпопею с поправками в Конституцию, которые должны были изменить всю жизнь страны? Помнят те несчастные, которые для разбора этой чепухи сценарии писали, вроде меня. А больше никто не помнит. Хотя ресурсов пиар вгрохали очень немало. Вариант с вялотекущей войной устроил бы многих, в том числе и западных союзников Украины. Все бы свелось к какой-то малоинтересной возне, где люди не гибнут массово, а избиратели не ужасаются очередной буче и не требуют новых санкций. Ни Украина, ни Россия в случае такого сценария в этой войне желаемого не получили. Но ни у кого из них нет возможности переломить ситуацию в свою пользу. Проиграли все, но совершенно не обязательно в этом признаваться. У всех был путь подобного недоотступления. Такой вариант был довольно ожидаем. Не получилось яркой геополитической победы. Попробуем попозже. В другом месте и иным способом. Правительство Путина так множество раз уже поступало. Уперлись в препятствия, отползли и пошли другим путем. Мы не знаем, существовали ли такие мысли или нет, но в любом случае момент для маневра упущен. Украина все больше и все лучше вооружается. Ее войска уже добились больших успехов, и никакой компромисс, включающий дальнейшую утрату территорий, становится не нужен. Это во-первых. А во-вторых, политически в Украине невозможен. Сейчас враг уже отбит от столицы, сейчас он показал свою уязвимость, сейчас страна вооружена как никогда, и сейчас понятно, что речь будет идти о контрнаступлении с освобождением оккупированных территорий. Только о военном поражении противника речь будет идти, но ни о каком промежуточном варианте, ни о каком компромиссе речи не будет. То есть в тот момент, когда Владимир Путин окончательно потратит свои резервы, когда наступательный потенциал его армии вовсе иссякнет, это не будет значить постановку всей войны на паузу, как было 8 лет назад. Это будет означать контрнаступление и военное поражение. А такую пилюлю, бездарно проигранную войну, уже ничем не подсластишь. Тут еще важен тот тон и та методичка, которой все эти годы пропаганда орудовала. Украинское правительство и политическую систему Украины сводили до циркового представления. Украинскую армию до племени зулусов, вооруженных камнями и копьями. Да и самих украинцев как-то до недочеловеков немножко пытались сводить. Украина в представлении пропаганды – это не тот враг, у которого почетно выиграть и не позорно проиграть. Это даже не государство в представлении пропаганды, это историческая случайность. Быть выбитыми из этой исторической случайности, понеся огромные потери в той армии, которая мнила себя конкурентом как минимум США, это беда. Весь накачанный войной рейтинг улетит обратно, с таким свистом, что не улететь бы вместе с ним
всей системе и всей России. А без мобилизации именно так и случится. Чуть раньше или чуть позже. Но речь идет не про годы, а про месяцы или даже недели. Тут работает даже не военная логика, а простая арифметика. Те силы, которые у России были на 24 февраля, во-первых, с самого начала были недостаточны, а во-вторых, в обозримой перспективе они просто закончатся. Солдаты будут ранены, убиты, пленены, морально и физически истощены. Одни и те же люди не могут вести активные боевые действия бесконечно, особенно если не понимают, зачем они их ведут. А едва украинское командование поймет, что враг выдохся и уже не тот, будет контрнаступление, которое приведет к поражению российской армии. На самом деле российское руководство давно пытается пополнить армию за счет населения. По всей стране идет широкая кампания по привлечению людей на срочные контракты по 3 месяца. Но понятно, что все это детский лепет. Для такой войны нужны сотни тысяч людей на фронте и миллионы в активном резерве. А унылыми мужчинами чуть за 40 или сильно за 40 из депрессивных городов, которые мечтают сбежать от кредитов хоть на войну, хоть на Марс, такие масштабы не заполнишь. Короче говоря, на 10-й неделе войны, в начале уже мая месяца, вопрос стоит до предела просто. Либо мобилизация, либо поражение. Это вопрос не факта, а времени. В какой-то момент до зубов вооруженная украинская армия просто переработает российских военных. Чтобы понять, в чем состоит проблема с мобилизацией, достаточно обратиться к 2 фактам. Во-первых, к официальному названию происходящего. Как вы помните, у нас никакой войны нет. У нас специальная военная операция. Это словосочетание, которое, выламывая себе язык, послушно произносит вся вертикаль власти. Так что это значит? Так вот, оно значит: граждане, ничего не происходит. В вашей жизни ничего не меняется. Устраивайтесь у телевизоров поудобнее, начинается 2-й сезон увлекательного сериала. Вам ничего не угрожает, никакого участия от вас не требуется, все будет малой кровью на чужой территории. Курс на недопуск любой чрезвычайщины взят прям системно. Любые новости, которые могут потревожить зрителя, вроде обстрелов российской территории, или вроде военных потерь, или вроде утонувшего флагмана флота, они даже если в эфир пробиваются, то идут где-то между успехами импортозамещения и прогнозом погоды. Не называть вещи своими именами и продвигать позитивную повестку – это способ удерживать зрителя в иной вселенной, где никакой войны нет, но есть освобожденные от нацистов мирные жители. Это краткое содержание не только информационной, но всей государственной политики России. Вторая проблема мобилизации – это социальный портрет российского солдата, о котором легко судить по статистике погибших и попавших в плен. 75% российских граждан живут в городах, 77% граждан этнические русские. Все остальные этнические группы, кроме татар и украинцев, занимают по 1% в населении или меньше. Но гибнут в войне от имени России в подавляющем большинстве сельские жители национальных республик. То есть буквально с социальной и этнической точки зрения в Украине воюет не Россия. Воюет какая-то другая страна, которая от России отличается ровно до противоположного. В этой другой России Дагестан должен простираться от Камчатки до Уральских гор, а по населению превосходить Китай. А карту делить только с Бурятией. Ни в Москву, ни в Питер, ни в Екатеринбург с Новосибирском, ни в одно место обитания среднестатистического россиянина трупы не едут. Все массовые похороны компактно проходят в отдельных медвежьих углах, куда никакие журналисты никогда не доедут. Эти 2 факта прекрасно дополняют друг друга. Граждан активно берегут от любых чрезвычайных новостей, поддерживают в них иллюзию нормальной обычной жизни, будто страна и вовсе ни с кем не воюет. А они тем временем действительно ни с кем не воюют. В их дом не приходит похоронка, а воюет совершенно какая-то другая страна, до которой зрителю федерального вещания нет никакого дела. Беда в том, что массовую мобилизацию нельзя провести за счет национальных республик. Она в любом случае захватит крупные города, а значит полностью разрушит иллюзию мирной жизни. Это самое очевидное, но этим проблемы не исчерпываются. У меня есть отдельное видео с подробным перечислением проблем, которые встанут перед мобилизацией, среди которых, например, есть настолько неочевидная проблема, как реакция силового сообщества. Ведь вчерашние баристы и менеджеры такие себе солдаты, их можно сразу на передовую только с целью израсходовать боезапас противника отправлять. Самый очевидный мобилизационный ресурс – это те 1,5 миллиона человек, которые носят форму. Полиция, Росгвардия, ФСБ. Они, конечно, не солдаты, но они хотя бы в армии служили, оружие носят, какие-то формальные нормативы по стрельбам и физической подготовке сдают.
Над теми людьми, которые вообще-то опора режима, которые должны митинги разгонять и за уклонистами от призыва охотиться, ну или в крайнем случае фотографирующихся на фоне храма в уголовном порядке преследовать. Так вот, над ними будет висеть неиллюзорный шанс отправиться на фронт первыми же эшелонами и никогда уже не воспользоваться своей льготной ипотекой. Не самый безопасный эксперимент. Вряд ли им это сильно понравится все. В связи со всем этим настоящая массовая мобилизация, прям как положено, это событие крайне маловероятное. Не невозможное, но маловероятное. Но это не значит, что сама мобилизация маловероятна. Она-то как раз вполне вероятна, но в иной форме. Скорее всего, мы увидим дословное изложение коронавирусных ограничений, только на новый лад. В период пандемии, как вы помните, в России не было введено ни чрезвычайного положения, ни чрезвычайной ситуации, и вообще никаких ограничений на уровне федеральной власти введено не было. Власть-то с маниакальным упорством изолировала себя от любых решений, от любой ответственности и от называния вещей своими именами. Федеральная власть одарила граждан никому неведомым и совершенно внезаконным режимом нерабочих дней с сохранением заработной платы. А все реальные решения, что по карантину, что по вакцинации, спустил на уровень губернаторов. Скорее всего, мы именно это скоро и увидим. Мы увидим принятие на федеральном уровне какого-нибудь упрощенного порядка призыва на военную службу в период проведения специальной военной операции. Максимально размытого и бессмысленного документа, который никого ни к чему не обязывает, не налагает никакой ответственности ни за что ни на кого. А дальше все поедет примерно по той же схеме, по которой организуется явка на выборы, фальсификация этих выборов и иные хотелки федерального центра. Губернаторам спустят планы по обеспечению армии липовыми добровольцами. В первую очередь этим займутся губернаторы отдаленных сельских депрессивных регионов электоральных аномалий, с максимально подконтрольным аппаратом управления. Можно уверенно предположить, что даже если до Москвы, Питера и крупнейших городов-миллионников это докатится, то в самую последнюю очередь. Губернаторы эти планы разверстают по директорам заводов, по бюджетным учреждениям, а уже на этом уровне будут думать, как выходить из ситуации. Как обеспечить искомые 5 новобранцев от цеха или 10 от шахты. В ход пойдут кнуты и пряники, все на свете от угроз уголовными делами за предательство Родины до обещаний невероятного заработка и задушевных бесед о том, как коллектив тебя ценит и как не нужно его подводить. Конечно, это все будет крайне непросто, потому что вертикаль эта была выстроена для совсем других дел. Она хорошо годится для переписывания протоколов на избирательных участках в полной безопасности и в полной уверенности, что никогда за это никого не осудят. Совсем не факт, что эта вертикаль сработает в вопросах жизни и смерти. Ведь поход на патриотический концерт или увольнение – это совсем не того рода дилемма, как отправка на фронт и увольнение. Никто эту машину к таким вопросам не готовил. Тем не менее, именно эта система административного принуждения зависимых от государства людей, благо их десятки миллионов, видится просто по всему предыдущему опыту гораздо более вероятной, чем формальное объявление всеобщей мобилизации. Владимир Путин, который вдруг берет на себя ответственность, вдруг начинает называть вещи своими именами, не юлит, не вводит в заблуждение, а ведет себя как положено верховному главнокомандующему, ничего подобного за 22 года мы не видели и, скорее всего, никогда и не увидим. А вот мобилизация без мобилизации, на войну без войны, когда чей-то сын, отец или муж сгинет под Славянском не потому, что Путин приказал, а потому, что начальник его автобусного парка настоятельно попросил, когда не с кого спрашивать и некому предъявлять претензии, потому что все строго добровольно и никто никого никуда не гнал, когда нет массовой формальной заявленной кампании, но есть миллионы частных задушевных бесед, когда никто ни за что не отвечает и ни за кем не бегает, но все понимают. Вот такое мы видели много раз, и нет причин думать, что не увидим вновь. Если мобилизация вне закона силами административной вертикали все-таки случится, то тем, кто внутри этой вертикали находится, важно понимать одну вещь. Если вы работник государственного предприятия, бюджетного учреждения или студент, важно понимать, что все, что применимо к выборам, к митингам, к любому произволу начальства, оно всегда работает на страхе и невежестве. Любой начальник, которому спустили план, понимает, что своими угрозами и задушевными беседами он нарушает закон. Отсюда и вся истеричность, весь крик и свирепые глаза. Когда люди действуют в рамках своих полномочий, они не кричат, не запугивают и не увещевают, они просто подписывают приказ, за нарушение которого следует санкция. Любой начальник понимает, что планы спускают одни, проверку по заявлению сотрудника проведут другие, а уголовное дело на него заведут третьи.
И эти люди планы между собой не согласуют. Звонок из администрации к делу не пришьешь, а у товарища прокурора и товарища следователя свои планы, задачи и показатели. Находить нарушения и привлекать к ответственности. Никакой губернатор не заступится за директора завода, никакой ректор за декана. И если те переусердствуют и попадут в пасть силовой машине, это будут их персональные трудности. Мы без счета слышали угрозы уволить и покарать за уклонение от политической нагрузки. Зато мы знаем единичные случаи их исполнения, вообще практически ни одного не знаем. Каждый из этих единичных случаев вообще-то заканчивался восстановлением через суд. Это работает даже с военными. Мы видим массу настоящих истерик командиров, грозящих солдатам-отказникам всеми карами от богов и людей. Всякий раз кажется, что вот-вот несчастному солдатику как минимум прилетит кулаком в лицо. Но ничего подобного не происходит, просто потому что, каким бы отбитым майор ни был, он знает, что как у него есть план загнать побольше людей в Украину, так и у военного прокурора есть план посадить побольше майоров. И прокурору безразлично, какие там неофициальные рекомендации шли с самого верха, потому что у него есть свой верх и свои рекомендации. Ни один солдат-отказник не пострадал физически, никого не расстреляли за ангаром, никого не преследовали по закону. А эти солдаты, даже контрактники, иногда даже офицеры. Помните, что вы просто гражданское лицо в официально мирное время. Вы никому ничего не должны. Вашей жизнью смогут втихаря расплатиться за скрытую мобилизацию, только если вы купите тот спектакль, который отыграет ваше начальство. Делать этого ни в коем случае не нужно. Ваш отказ не повлечет за собой реальных последствий. Никаких. Даже отношения с начальником не особо испортятся. Завтра будет новый день и новые задачи. Согласие же может стоить вам жизни. Так что, если кто-то увещевает или очень просит вас отправиться на войну, чтобы там погибнуть, не соглашайтесь. Найдите способ. Можете и напрямую отказаться. Скорее всего, ничего не будет. А можете найти какой-то другой способ. Ну и коллег тоже убедите, что и им не стоит соглашаться. Совершенно непонятно, за что там умирать. Да и вообще умирать просто так не нужно. А здесь речь идет о том, чтобы умереть именно просто так. Ни за что. Вот такие дела. Еще раз, не ходите на войну. До завтра.